Когда Андрей прогуливался по тропе в Карпатских горах, его взгляд случайно упал на черную змею, притаившуюся у склона. Попытавшись отступить, он почувствовал, как его охватывает волна ужаса, когда змея подняла голову и уставилась прямо на него. В оцепенении он застыл на месте. В голове мелькали тревожные вопросы. Андрей был уверен, что в этих краях не водятся ядовитые змеи. Это существо, должно быть, каким-то образом заблудилось. Кобра начала приближаться. Андрей не мог пошевелиться. Он был поражен. Змея выглядела не только ослабленной, но и какой-то хрупкой. В голове пронеслось: возможно, ей нужна помощь. Стараясь держаться на безопасном расстоянии, он отступил за куст. Несмотря на сострадание, инстинкты подсказывали: лучше затаиться. Из укрытия он заметил: змея явно страдает. На ее теле выделялась необычная припухлость. Это точно было чем-то опасным. Собравшись с духом, Андрей выглянул из-за дерева и увидел, как кобра агрессивно приближается. Парализованный страхом, он оступился и упал на ветку, но, к его удивлению, змея не напала. Она лишь обвилась вокруг его лодыжки и замерла, выжидая. Язык змеи метался, как будто она пыталась общаться. Андрей пришел к странному выводу. Возможно, кобра пытается передать ему что-то. Однако, осознавая ядовитость змеи, он не решался действовать. Вдобавок, змея, казалось, теряла силы. Он припомнил свою первую догадку. Выпуклость на теле могла быть критичной. Андрей решил, что не может бросить существо. Он позвонил в местный ветеринарный центр в Черновцах и объяснил ситуацию. Дежурный врач, доктор Сафронова, сперва подумала, что это розыгрыш. Но вскоре, услышав дрожь в голосе Андрея, поняла — дело серьезное. Она попросила его аккуратно прикоснуться к припухлости. Андрей, неуверенно протянув руку, и сразу же отпрянул. Змея громко зашипела. Похоже, прикосновение вызвало боль. Доктор велела не делать резких движений. Укус кобры может быть смертелен. Когда Андрей описал внешность змеи, на том конце провода наступила напряженная тишина. Сафронова узнала этот вид. Индийская черная кобра, исчезнувшая из частного питомника 2 года назад. Срочная помощь требовалась не только животному, но и самому Андрею. Пока ветеринар выезжала, она посоветовала предложить змее немного воды. Андрей наполнил стакан и медленно протянул его. Кобра, следя за каждым его движением, ослабила хватку и потянулась к воде. Видимо, она действительно нуждалась в помощи. После того, как она немного утолила жажду, напряжение между ней и человеком ослабло, но ее состояние все равно оставалось критическим. Сафронова предупредила: дорога займет около часа, так как ей потребуется спецтранспорт. Андрей остался с змеей, пока она не поднялась и не начала ползти прочь. Не в силах оставить ее, он пошел следом. Благодаря ее слабости и выпуклости на животе он с легкостью ее догнал. Кобра привела его к старому дереву, стоявшему в расщелине горы. Внизу было гнездо. Когда Андрей попытался подойти ближе, змея резко встала в защитную позицию. Похоже, она защищала что-то ценное. Его догадки подтвердились позже. Тем временем капитан Сергеев из районного отдела полиции получил сигнал от Сафроновой. Он приказал изолировать прилегающую зону и выехал с группой. Полиция всерьез отнеслась к угрозе. Если ядовитая змея покинет горы и появится в городе, это может закончиться трагедией. Контроль за животными уже направлялся к Андрею. Он попытался приблизиться к гнезду с разных сторон, но змея настойчиво оборонялась. Она была истощена, но по-прежнему решительно защищала гнездо. Когда ее силы почти иссякли, Андрей заметил: под ней что-то лежало. Но он все равно не решился потревожить ее до прибытия специалистов. Прошел час.
Андрей начал терять надежду, но затем услышал вдалеке сирены. Полиция и служба охраны природы прибыли на место. Офицер Сергеев поблагодарил Андрея и приказал немедленно очистить зону. Попытки Андрея остаться окончились угрозой задержания. В этот момент команда попыталась поймать змею, и один из полицейских оказался укушен. Крик боли пронесся по лесу. Пострадавшего немедленно эвакуировали. Сергеев, охваченный яростью, уже собирался открыть огонь, но его остановили коллеги. Змея находилась под защитой Международной конвенции. Прямо в этот момент к месту прибыла доктор Сафронова. Услышав переполох, Андрей нарушил запрет и подбежал ближе. Сафронова разрешила ему остаться. Он был единственным, кому змея доверяла. Попытавшись подойти, ветеринар обнаружила, что змея не подпустит ее. Тогда она решилась на крайние меры — ввести транквилизатор. Первый укол не дал эффекта. В панике помощник нашел в машине более сильный препарат. Только через 10 минут змея замерла. Сафронова подошла, провела осмотр. И все же она не могла понять, что именно так яростно защищала змея. Сконцентрировавшись на опухоли, доктор сделала надрез. Внутри она обнаружила нечто странное. Ее помощник помог извлечь металлический объект. Один из офицеров ахнул — это был чип слежения. Чип немедленно передали следователю. Анализ привел их к заброшенному складу возле Рахова. Там находился человек, обвиняемый в контрабанде редких видов. Он признался, что змея сбежала во время незаконной распродажи. Мужчину задержали и передали дело в суд. Змею перевезли в биологический центр Черновицкого университета. Там ей обеспечили покой и восстановление. А в том самом дереве, которое так яростно охраняла змея, ветеринар обнаружил яйца. Получается, что кобра сбежала, чтобы обеспечить своему потомству свободу и безопасность. Сафронова передала яйца в университет, чтобы сохранить психологическую связь между матерью и потомством. Через несколько недель змея восстановилась, а яйца вылупились. За коброй и ее потомством ухаживали специалисты. Андрей регулярно навещал ее. Он чувствовал, в тот день он спас не только одно животное, но и разоблачил опасную сеть незаконной торговли. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.